Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке вяжем 3D коврик. Использовать будем два цвета. Это у меня полиэфирный шнур 3 мм от фирмы Elastex. Здесь две бобины по 500 метров. Весь расход я оставлю в описании под данным роликом. Смотрите, у данной фирмы довольно-таки плотный и широкий шнурочек, который подойдет для вязания ковров. Если же вы будете вязать из шнурочка другой фирмы, то лучше, конечно, для вязания ковра берите шнур 4 мм, либо 3 мм с сердечником. Потому что 5 мм с сердечником, например, это уже будет слишком широкий, слишком плотный шнурочек. Поэтому именно для этого ковра либо берем Elastex 3-4 мм, либо шнур другой фирмы 4 мм плоский, либо 3 мм с сердечником. Так, цвета: это у меня слоновая кость, вот этот цвет льняной. Итак, схемка у нас вот такая полосатая. Так, такую схемку в предыдущем видеоуроке я показывала, как ее нарисовать в программе Stitch Fiddle, как ее рассчитать на нужный вам размер, связав образец. Поэтому у меня уже готовая схема. Я знаю свои размеры коврика, поэтому приступаем к вязанию. Да, и вязать я буду крючком номер 4. Так, как я уже и говорила, вяжем по этой схеме. Начинаем справа налево. Смотрите, все ряды, которые нечетные, то есть все ряды, которые у нас будут темным цветом, они у нас будут лицевыми. А те ряды, которые светлые и четные, они у нас будут изнаночными. Поэтому для моего коврика, как я уже высчитала, для нужного размера необходимо набрать 64 воздушные петли плюс 1 петелька подъема. Мы пока с вами просто будем чередовать эти полосочки, а столбики с накидом, которые будут формировать наш 3D узор, у нас начнутся только при вязании 5-го ряда. Вот. Столбик с накидом образуется тогда, когда вот у нас каждый рядочек чередуется, да, темный цвет, светлый, темный, светлый. И вот этот рельефный столбик, как я его называю, по сути, это просто столбик с одним накидом. У нас вот в 6-м ряду, допустим, да, мы видим, у нас все светлые ряды, на темные мы даже внимания не обращаем. И под светлым кубиком у нас идет пустое поле и спускается на предыдущий светлый ряд, то как раз таки это и будут наши столбики с одним накидом, которые будут формировать наш 3D рисунок. То же самое и темные клеточки. Вот, допустим, здесь ставлю крестик. Это наш 7-й ряд. Да, 7-й ряд мы вяжем темным цветом. И под ним поле, крестик тоже темного цвета, который спускается на предыдущий ряд темного цвета. То есть он формирует как раз таки столбик с одним накидом. Раз, два, три. Вот здесь. Вот видите, где нету преграды. Здесь вот эти поля, которые идут вертикальные. Каждое третье можно выставить крестик. Они у нас будут формировать наш рельефный рисунок. Поэтому сначала до 5-го ряда, 4 ряда, мы просто провяжем полосочки. Я покажу, как будут выглядеть лицевые изнаночные ряды. То есть изначально первый ряд у нас лицевой, как я говорила. Набираем 64 воздушные петли плюс 1 петелька подъема. Делаем узелок и набираем 64 воздушные петельки. Так, набрали 64 воздушные петли, набираем петельку подъема, разворачиваем наше вязание, и наши столбики без накида мы вяжем вот за эти перемычки. Петля подъема, то есть первую перемычку мы пропускаем,
И со второй начинаем провязывать наши столбики без накида. Вяжем наш первый лицевой ряд. Еще раз напомню, что все нечетные ряды, то есть у нас это все ряды темного цвета, они у нас будут лицевыми. Вяжем до конца ряда, а в конце ряда я покажу, как сменить ниточку, потому что следующий ряд у нас будет светлым. Будем постоянно чередовать ряды, темный и светлый. Провязываем первый наш ряд, 64 столбика без накида. Так, я связала первый ряд, 64 столбика без накида. Далее следующий ряд у нас изнаночный, и он у нас светлый. Смотрите, как мы вставляем нашу новую ниточку. Берем светлую нить. И вот этот последний ряд мы как бы закрываем. Последнюю петельку мы провязываем светлую. Делаем воздушную петлю. Воздушная наша петелька — это уже первая петля следующего ряда. И разворачиваем наши вязание, при этом ввязывая темную нить. Хвостики пусть будут, мы потом их спрячем. При этом ввязывая вот эта темная нить у нас будет полностью ввязываться, потому что в следующем ряду мы переходим на новый ряд снова темного цвета. И все изнаночные ряды мы вяжем за переднюю полупетлю. Так, видите, вот это я вам говорю, что воздушная петелька уже является первой петлей ряда, поэтому вот она у нас провязана. Начинаем сразу со второй петли за переднюю полупетлю и ввязывая шнур темного цвета. Мы провязываем столбики без накида. И считая воздушную петельку, у нас их должно получиться тоже 64. То есть у нас они всегда будут по 64 петельки. Только далее мы потом еще будем чередовать, кроме столбиков без накида, у нас еще будут столбики с накидом. Итак, вяжем второй ряд до конца ряда. Да, далее покажу, как поменять ниточку снова на темный цвет, как перейти на лицевой ряд. Не забываем, что здесь мы ввязываем шнурочек темного цвета. Вот как выглядит изнанка, вот так выглядит лицевая гладь. То есть здесь у нас остается полупетелька. Итак, довязываем наш второй ряд. Так, вот последняя наша петелька. 2 петли на крючке. Смотрите, как меняем ниточки. Перекрутили. Вот сейчас вот это коричневое у нас внутри. Вяжем мы бежевый. Берем вот так вот, перекручиваем. И вот эту петельку закрываем уже другим цветом. Да, делаем воздушную петлю. Переходим на третий ряд. Третий ряд у нас лицевой, поэтому шнурочек светлого цвета заводим сзади, да, и тоже его будем ввязывать. Только так, воздушная петелька — это у нас уже первая петля третьего ряда, и на лицевые ряды мы вяжем за заднюю полупетлю и захватывая шнурочек по всей длине мы будем прокладывать этот светлый шнурочек. Так, здесь у нас тоже в третьем ряду никаких новшеств. Мы еще не вяжем столбики с одним накидом, поэтому просто за заднюю полупетельку, захватывая шнурочек светлого цвета, мы вяжем до конца ряда 64 столбика без накида. Считая вот эту первую воздушную петельку за первый столбик. Вяжем до конца ряда. Далее снова покажу, как перейти на новый ряд. Так, довязываем третий ряд до конца. И здесь, внимание, последнюю петельку как мы провязываем. Начиная со второго ряда, да, первая петля ряда у нас идет просто воздушная петля. Поэтому
теперь в конце третьего ряда и всех остальных последующих рядов последняя петелька у нас это не вот эта петелька, а последнюю мы провязываем за перемычку. За счет того, что первая петля предыдущего ряда у нас просто воздушная петля. Этот момент не забывайте, не упускайте, иначе ваш коврик будет не ровным, а уйдет в сторону и количество петелек будет уменьшаться. Провязываем за перемычку 2 петельки на крючке, ниточки вот так вот поменяли, вытянули, сделали воздушную петельку, да, и переходим на изнаночный ряд, так как светлые ряды они у нас изнаночные. Ниточку темную заводим перед собой, не забываем, что вот воздушная петелька это у нас первая петля провязана уже, поэтому начинаем сразу за второй, изнаночные ряды идем за переднюю полупетлю. За переднюю полупетлю провязываем столбики без накида до конца ряда. И не забываем, что теперь самую последнюю петельку мы будем провязывать в конце за перемычку. За счет того, что первая петля ряда у нас воздушная петля. Так, идем, будем довязывать наш 4-й ряд. Так, видите, опять же мы вяжем его за вот эту перемычку. Все последующие, начиная с 3-го ряды, мы вяжем так, как я вам и говорила, чтобы ряд наш был прямой. 2 петли на крючке, ниточки вот так вот. Вот они у нас сейчас вот так. Вот так вот переместили, чтобы темной ниточкой закрыть ряд и провязать нашу первую воздушную петельку. И заодно это у нас как раз первая петля ряда. Так, далее ряд у нас лицевой, поэтому светлую ниточку заводим сзади. Да, и начинаем. Вот здесь видно, что уже наша первая петелька, она как раз первая петля ряда. И мы провязываем лицевые ряды наши за заднюю полупетлю, ввязывая одновременно светлую ниточку. И это у нас идет 5-й ряд, а в 5-м ряду у нас... Так, смотрите, вот наш 5-й ряд. Ставим себе галочку. И в конце 5-го ряда хорошо видно, что у нас уже предпоследний столбик будет у нас столбик с накидом. Наш рельефный столбик, я их называю. На самом деле просто столбик с накидом. У меня это в 3 приема. Предпоследний. Последние ряды мы никаких столбиков с накидом не делаем, так как последние ряды у нас в принципе считаются кромочными. Это я еще рассказывала, когда рисовала схему для удобства. Видите, у меня последний ряд, то же самое и первый ряд, когда у меня уже формируется мой треугольничек, да, тоже нигде нет столбиков с накидом. Поэтому сейчас в конце 5-го ряда предпоследний столбик у нас будет уже столбик с одним накидом в 3 приема. А с 6-го ряда, что у нас смотрим? У нас 6-й ряд будем светлого цвета, то есть мы в 6-м ряду смотрим только столбики светлого цвета, под которыми нет преграды. Если нет преграды, видите, да, то они формируют столбик с накидом. Ну, вяжем изначально 5-й ряд. Я покажу, как провязывать вот эту предпоследнюю петельку. Так, то есть пока весь 5-й ряд мы, как и предыдущие ряды, вяжем столбики без накида за заднюю полупетлю, ввязывая светлый шнурочек. Смотрите, вот этот наш светлый шнур мы немножечко вот так вот в процессе того, как мы его ввязываем, да, мы немножко его подтягиваем, но не сильно, чтобы не затягивать наше вязание. Вяжем до предпоследней петельки. Так, довязываем до конца наш 5-й ряд. Как я и говорила, в 5-м ряду предпоследняя петелька. Мы ее провязываем, вместо столбика без накида провязываем столбик с одним накидом. Смотрите, цепляем за оставшуюся полупетельку предыдущего темного ряда. Мы все столбики с накидом так будем формировать. Если у нас зачеркивается темная клеточка, да,
то столбики с накидом у нас темного цвета. Светлая клеточка, столбики с накидом светлого цвета. В данном случае делаем накид и цепляем за оставшуюся полупетлю, опускаясь через ряд ниже, и провязываем в 3 приема. 1, 2, 3. Еще раз покажу. Обычно столбики с накидом мы провязываем вот так. Накид, 2 петли, 1 петля. Вот 2 петли и снова 2, да? Здесь мы будем провязывать столбики с накидом в 3 приема за полупетельку. То есть провязали 1, 2 петельки и 2 петельки. И остается, смотрите, та петля, которая под этим столбиком, мы ее пропускаем, мы ее не провязываем. И остается у нас в конце, как всегда, последняя петелька наша, это перемычка. Не забываем. Захватили темную нить, перекрутили наши ниточки и закрыли ряд уже светлым цветом, провязав воздушную петельку. Далее мы переходим на 6-й ряд. 6-й ряд светлым цветом, это изнаночный ряд. Перекручиваем. Так, и смотрим, что у нас в 6-м ряду. В 6-м ряду, да, видите, под этой клеточкой нет внизу преграды, то есть под ней стоит тоже белая клеточка, поэтому мы здесь будем, 1, 2, 3 столбик у нас будет столбик с одним накидом в 3 приема. Далее нигде больше нет таких клеточек, у которых нет преград. Под остальными клеточками темная полоса, поэтому 6-й ряд, 3-ю петлю мы провязываем столбик с одним накидом, а далее просто столбики без накида. Так, не забываем, прокладываем ниточку темную по всему периметру. Да, 1-я петля у нас уже провязана, это наша воздушная петелька. Изнаночные ряды за переднюю полупетлю, прихватывая ниточку. И теперь 3-й столбик, это столбик с накидом у нас в 6-м ряду. И смотрите, этот столбик у нас будет формироваться с изнаночного нашего ряда. Как мы вяжем столбики с изнаночного ряда? Делаем накид и опускаемся за оставшуюся полупетлю, опять же, светлого ряда. Не забываем, что если столбик с накидом темного ряда, за полупетлю темного ряда, пропуская посерединке столбик. То же самое и здесь. Темный ряд мы пропустили и провязываем столбик с накидом в 3 приема. 1, 2, 3. Ту петельку, которая идет под столбиком, мы пропускаем. И далее, так как это изнаночный ряд, за переднюю полупетлю продолжаем вязать этот ряд столбики без накида, ввязывая наш шнур. Вот как, смотрите, как выглядит уже 2 наших столбика. Вяжем до конца 6-й ряд. Так, довязываем наш 6-й ряд. Так, не забываем, это мы изнаночный ряд у нас 6-й. Предпоследняя петелька, последняя петля за перемычку. Не забываем это, чтобы у нас были ровные края изделия. Так, захватываем светлый шнурочек и здесь переплетаем. Все, закрыли ряд. Смотрите, какой получается ровный красивый край. Воздушная петелька. Переходим на лицевой ряд. 1-я петелька воздушная уже есть. Идем во 2-ю за заднюю полупетлю. И сейчас посмотрим на схеме. Так, 7-й ряд у нас. Да, в начале, как всегда, в лицевых рядах у нас ничего не происходит интересного. Так, а вот в конце ряда, смотрите, предпоследняя и через 1-2 петельки у нас, видите, здесь нету преграды для того, чтобы сформировать столбик с накидом. И вот здесь темная клеточка внизу, то есть мы будем спускаться и формировать
рельефный наш треугольник постепенно. Да, то есть в конце от последней, так, раз, два, три, четвертая и предпоследняя в конце мы с вами провяжем столбики с одним накидом. Так, а пока седьмой наш ряд вяжем за заднюю полупетлю. Не забываем, что мы ввязываем ниточку светлого цвета. Так, когда дойдем, где необходимо делать столбики, я вам все покажу. Итак, смотрите, седьмой ряд. Подхожу я к тому моменту, где у меня формируются столбики. По схеме мы смотрели, что... Так, седьмой, раз, два, три, четвертая петелька, да, у нас будет столбик с одним накидом. Вот, крестик у нас стоит. У нас будет здесь 2 столбика с одним накидом. И считаем, так как у нас перемычка, это тоже считается нашей петелькой, мы ее провязываем 1, 2, 3, 4, то есть четвертая. Но здесь в принципе видно, что с каждым рядом вот этот вот наш треугольничек все формируется все дальше и дальше. Поэтому делаем накид за оставшуюся полупетлю именно темного ряда, я вам уже говорила. В 3 приема провязываем столбик с одним накидом. Петля, которая под этим столбиком, мы ее пропускаем. Следующую петельку провязываем за заднюю полупетлю, так как это у нас лицевой ряд. И смотрите, как я провязываю тогда, когда уже внизу у меня имеются столбики с одним накидом. Да? То есть я продлеваю эти столбики. Столбик с накидом у нас сейчас. По логике можно провязывать и за оставшуюся полупетлю. Как хотите, ваше желание. Я провязываю за вот эту вот петельку, которая идет ниже. Тогда более цельные такие полосочки получаются. Это ваше желание. Вы можете попробовать и за оставшуюся полупетлю и попробовать так, как делаю я. То есть смотрите, как вам больше нравится. Все, 2 своих столбика я провязала. Остается моя перемычка, где я провязываю последнюю петельку. Так, 2 петли темного цвета. Перекручиваю свой шнур, закрываю. И первая воздушная петля, это петелька следующего ряда. Следующий ряд у нас 8. Так, провязываем первую петельку за переднюю полупетлю и смотрим, что у нас там по схемке в 8 ряду. Так, 8 ряд у нас. Угу. Раз, два, начиная с 3 петельки у нас идут 2 столбика, чередуются через 1, да, 2 столбика с накидом. И смотрите, так далее у нас будут и каждый последующий ряд. То есть в следующем 9 ряду, когда мы будем возвращаться обратно, у нас уже будет 3 столбика с одним накидом. Да? Когда будем вязать 10 ряд, 1, 2, 3 столбика тоже с одним накидом уже светлого цвета. То есть по сути мы будем расширять этот угол, и с каждым рядом все больше, ну, вот возвращаясь обратно, будет 3 столбика с одним накидом темного цвета, потом 3 столбика с одним накидом светлого цвета, таким образом образовывая как бы вот такой вот уголочек, который далее превратится у нас в треугольничек. В следующем ряду мы расширяем, у нас уже будет 4 столбика с одним накидом темного цвета, потом 4 столбика с накидом, когда идем обратно, изнаночные ряды светлого цвета. Первая у нас это воздушная петля, вторую мы провязали. Не забываем, что это у нас изнаночные ряды. Делаем накид, и, как я вам и говорила, можете за оставшуюся полупетлю, но так как у нас внизу уже провязан столбик с одним накидом, я вяжу за вторую вот эту петельку. И обязательно столбики с одним накидом в 3 приема. Провязали. Та петелька, которая под столбиком, я пропускаю. Далее провязываю столбик без накида. 8 ряд мы с вами вяжем, да, и поэтому у нас здесь 2 столбика с одним накидом в 8 ряду. 8 ряд сейчас, не путаем. Так, провязываем 2 столбик с одним накидом за оставшуюся полупетельку именно в светлом ряду.
3 приема. Вот таким вот образом. Петля, которая идет под этим столбиком, мы пропускаем, и далее до конца ряда мы провязываем все оставшиеся петельки. В 9 ряду у нас будет 3 столбика. Когда будем возвращаться, да, уже перед столбиком светлым мы будем начинать вывязывать темный столбик с накидом. 1, 2, 3, их 3 штуки. В 10 ряду у нас тоже уже, когда мы будем идти, изнаночный ряд 1, 2, 3 столбика с накидом светлого цвета и так далее. Далее 4 темного, 4 светлого и так далее. Вот этот момент, увеличивая вот эти столбики, провяжите самостоятельно. Я вам уже покажу, как будет формироваться вот этот уголочек и как я буду вывязывать далее ряды, ну, когда уже будет формироваться наш треугольничек. Итак, я провязала 30 рядов. Смотрите, как у меня формируется рисунок под разными углами. Он совсем по-разному, по-другому играет. То есть получается такой 3D красивый рисуночек. И я сейчас вам покажу 31 ряд. Почему показываю 31 ряд? До этого все 30 рядов, да, у нас вот этот угол, он расширялся за счет столбиков с одним накидом. Смотрите, в 30 ряду у нас их было максимальное количество, это 13 светлых, и в 29 ряду 13 темных. А 31 рядочком мы начинаем как бы идти на убыль. С каждым рядом теперь будем делать все на один меньше столбиков с одним накидом, таким образом формируя вот этот наш левый треугольник. Да, если каждый ряд мы, доходя до этого момента, провязывали столбик с одним накидом, то здесь мы провязываем просто столбик без накида. Еще один столбик без накида. И далее снова, то есть в этом ряду уже у нас столбиков с одним накидом темного цвета будет 12. В последующем ряду светлых 12 столбиков с одним накидом. Далее 11 столбиков с одним накидом темными. Ну и все меньше и меньше, ну, как бы формируя вот этот вот наш треугольничек. Провязывается все так же, как я вам показывала. Вот. Видите, мы сформировали как бы уголочек. Далее все вяжется по такому же принципу, как я вам и говорю, треугольничек мы будем делать все меньше и меньше столбиков с одним накидом. Все по этой схемке. Так, и не забываем, что в 33 ряду, в 33 рядочке, да, мы уже начнем вывязывать, смотрите, 33, да, столбик с одним накидом. Вторая петелька идет. В 34 светлый столбик с одним накидом. И все точно так же, как мы вязали слева, только здесь они вывязываются справа. Смотрим, что у нас под светлой клеточкой нету преград, и она формируется, соответственно, со светлым рядом предыдущим, да, столбик с одним накидом. Все начинается новый наш треугольничек с правой стороны уже с 33 ряда. Итак, смотрите, в 32 ряду мы опять же тоже сокращаем количество наших столбиков с накидом, то есть в предыдущих рядах светлых было 13, сейчас 12, 11 есть, провязываем, как обычно мы провязываем, 12, и все, и далее просто вяжем столбики без накида, таким образом формируя наш треугольничек. Сейчас покажу, как выглядит с лицевой стороны. Вот.
Вот видно, да, как вот это как носик нашего треугольничка. И далее уже у нас вот были стенки. Сейчас они идут на убыль. Сейчас довяжу до конца вот это 32 ряд. И с 33 покажу, как мы начинаем вязать новый наш треугольничек уже с левой стороны. Итак, вот наш 33 ряд. Вторую петельку мы провязываем столбик с одним накидом. Не забываем, что сейчас столбики с накидом будем провязывать как справа, так и слева. И закрывая наш треугольничек слева, здесь только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 столбиков с одним накидом. Уменьшаются они, да, как бы делая такой угол, формируя треугольник. Сейчас показываю 33 ряд. Так, еще раз показываю, как мы закрываем 32. Меняем ниточку. Уже показывала много раз. Еще раз покажу. 2 петли на крючке. Так. Провязываем последнюю петельку за перемычку. Я это уже тоже говорила. Вытягиваем светлую ниточку. Вот так вот перекручиваем и темной закрываем. Провязываем воздушную петельку. Это первая петля нашего нового ряда. И сейчас провязываем столбик с одним накидом. Вот эту первую петлю мы провязали. Провязываем столбик с одним накидом. Смотрите, захватывая вот эту вот первую перемычку. Именно первую, потому что вот эти наши воздушные петельки, да, они не формируют такой вот перемычки. Поэтому видите, как гармонично смотрится. Все. И далее все как обычно мы вяжем столбики без накида, провязывая ниточку светлого цвета, ввязывая ее. И не забываем в конце также провязывать столбики с одним накидом. Далее, я думаю, что вы справитесь сами. Все точно так же вяжется, как и вот этот левый треугольничек. Вяжем. Так, смотрите, я связала весь ковер, провязала 85 рядов. Заканчиваю 85 ряд. Это у меня лицевой ряд, да, темным цветом, так же как и первый ряд мы начинали темным цветом. Далее смотрите, что покажу, как буду обвязывать края. Я края буду обвязывать для того, чтобы мой коврик был более плотным, чтобы он красиво лежал. Что я делаю? Светлый шнур можно будет уже обрезать, он нам не нужен. Так, а здесь делаем воздушную петельку. И смотрите, как бы каждый рядочек будем провязывать вот каким вот образом. Делаем накид и ныряем, захватываем. Вот смотрите, как я захватываю. Вот таким вот образом, провязывая 3 петли на крючке. Так, делаем накид вот таким вот образом. И там, где светлые наши ряды, захватываем не только один шнурочек, а вот так, чтобы над крючком была как бы цельная петелька. И провязали. Снова накид. Там, где темные ряды, захватывая, опять же, не только один шнурочек, а вот так вот. Как бы цельная петелька, вот это вот переплетенная, да. Изнутри делая накид и вот так, как я вам показала, захватывая петельки. Смотрите, какая получается обвязка. И вот эти ряды, светлые и темные, у нас лежат вот так вот ровненько. Так, накид.
Смотрите, какая получается обвязка. Сбоку вот такая вот косичка. Так, обвязываем до уголочка. А далее обвязываем до уголочка, покажу, как обвязывать на углу. И далее по всему периметру потом покажу, как закончить. Так, смотрите, там, где у нас рельефный этот 3D рисунок, мы провязываем все точно так же. То есть там, где у нас темное полотно, мы захватываем не только, ну, вот так вот такую вот косичку, где первая обычная, а здесь переплетенная. Да, далее, где у нас светлый шнур, опять же, не просто одну полосочку, а как петельку. То есть все точно так же, как я вам показывала, да. Сейчас дойдем до угла, я покажу, как мы провязываем в углу. Все, вот наш уголочек и переход сразу на прямую. Здесь по прямой будем обвязывать каждую косичку, а там, где уголочек, мы просто в уголочек провязываем 3 такие петли. Раз, два и 3. Все в один угол, чтобы у нас был такой плавный, красивый переход на новый ряд. Смотрите, там, где 3D рисунок, вот тоже такая, смотрите, там, где 3D рисунок, вот тоже такая красивая обвязка. Здесь по прямой, на уголочке точно так же мы провяжем. Здесь все по прямой за каждую косичку. Здесь все просто. Далее в тех рядах я вам уже тоже показывала. Я вам только просто покажу еще, как закрыть ряд. Все. Далее самостоятельно вяжите, делайте обвязку. Итак, смотрите, обвязали весь коврик, да, доходим до начала, где мы начинали делать свою обвязку, и в последнюю петельку мы провязываем 2 столбика. 2 столбика. Ниточку, свой шнур я уже обрезала, и просто формируем красивую искусственную петельку. Да, вот эту вот маленькую воздушную петлю, которую мы набирали, мы пропускаем. И здесь протягиваем. Все, вот так вот на углу, смотрите, не видно никакого перехода. Далее хвостик наш спрячем. Все, я вам покажу готовый результат, расскажу расходы и себестоимость. Так что не переключайтесь. Итак, мой коврик готов. Смотрите, по плану он должен был получиться 80 на 48 сантиметров. Да, за счет обвязки получился 81 на 50 сантиметров. Так, еще расскажу. Вот что осталось от 2 бобинок. И теперь шок-контент. Я подсчитала, сколько... Вы размер услышали, да? Я подсчитала, сколько я потратила на эти бобины. И подсчитала себестоимость моего коврика. Итого получается, ну, я коврик покупала в Беларуси, да, на маркетплейсе Wildberries, то есть в белорусских рублях. Итого получается расход в белорусских рублях 23 рубля, либо 7 долларов. Понимаете? Понимаете, размер какой коврика, да? Это, конечно, за счет того, что это шнур 3 миллиметра, он идеально держит форму. Да, еще для того, чтобы коврик не скользил, надо его покрывать латексом. В описании под данным видео я вам оставлю ссылку, где можно на Wildberries купить латекс. Понятно, что выгоднее покупать литровую баночку. Это в том случае, если вы будете вязать много ковров. Так как для обработки данного небольшого коврика вам вполне достаточно 100, 150, 200 миллилитров. Ссылку оставлю. Ну, понимаете, то есть если мы еще обработаем латексом, ну, это будет, допустим, там 9, максимум 10 долларов. Коврик, который вы сделали сами. Так что поделилась всей полезной информацией, рассказала всю себестоимость. Всем пока-пока.